5 ритуалов нарцисса перед тем, как он начнет вас ломать. Мы сегодня поговорим о первой стадии отношений с нарциссом, о самом начале. Обычно эта стадия самая такая красочная, яркая, всегда очень много тут эмоций. Это стадия, основной целью которой является для нарцисса, чтобы у вас сформировалась эмоциональная сцепка с ним, чтобы вы как-то вот к нему привыкли и стали от него чуть ли не зависеть. Я часто сталкиваюсь в терапии, когда клиенты обращаются, они говорят, что вначале эти отношения были яркими, сказочными, звездными какими-то вообще, и вот все было так хорошо, а потом закончилось тем, что вот это была огненная пустыня, из которой я там вышла или вышел, выгоревший полностью, и вот как так получилось. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений, и сегодня мы с вами поговорим о тех 5 ритуалах, которые нарцисс делает в самом начале отношений, чтобы эмоционально привязать вас к себе. Это очень важно знать для того, чтобы понимать, что в начале отношений делать, на что обращать внимание, как, так сказать, не потерять бдительность. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первый ритуал – это идеализация или лавбомбинг. Это слова любви, красивые ухаживания. Он вам такие говорит слова любви, собственно, он как-то вас заваливает комплиментами, чтобы, основная цель – это сформировалась эмоциональная привязка. Он вам, что ли, продает идею этих отношений, показывает себя с наилучшей такой вот стороны, чтобы вы чувствовали себя, не знаю, там, на 7 небе от счастья. Что в такой ситуации делать? Нужно включить свою какую-то чуйку, интуицию и вот почувствовать, нет ли здесь какой-то фальши, не излишне ли он, так сказать, сиропит. Эта задача не из простых, потому что все люди разные, все мужчины разные, все женщины разные. Может быть, конкретно этот человек просто он, так сказать, без ума от любви, вот несет эту влюбленную чушь и сам как бы вот в это верит все. Но если у вас есть какой-то вот опыт определенный, опирайтесь всегда на свой опыт, вы можете заметить, что вот человек вам говорит такие приятные вещи, но как-то это, по-моему, too much. Вот нужно на это обратить внимание. Второй ритуал, который вы можете заметить, это отзеркаливание. Нарцисс начинает вас как-то копировать, полностью под вас подстраиваться. Оказывается, у вас общие интересы, общие какие-то вкусы, я не знаю, как вы чуть ли не на одной волне вот живете и дышите одним воздухом. И вот возникает такое чувство, наконец-то я встретила или встретил такого человека, как я. Вот он просто моя душа. Опять же, здесь надо вот заметить, если в другом человеке вообще нет ничего своего, а он только постоянно как бы поддерживает вас, то есть вот вам что-то интересно, и он тоже вроде бы как этим интересуется, а немножко как бы так, если эмоции вот отставить в сторону, вы понимаете, что да как-то не особо он этим интересуется, не особо он в этом разбирается. Что же он так интересуется, например, я не знаю, модой, а не знает какие-то там названия брендов, или что же он так интересуется литературой, а не читал такие-то произведения. То есть вот нарциссы начинают зеркалить в самом начале, и тоже нужно вот на эти вещи так смотреть немножко холодным разумом, потому что вначале, конечно же, человек полностью такой же, как ты, прямо это как-то очень так заставляет ворваться в эти отношения. Третий ритуал, который может делать нарцисс, это прощупывать ваши границы потихонечку своими липкими щупальцами. Как он это делает? Договорились на встречу, он пришел, опоздал и не извинился. Потом пошутил какую-то шутку такую соленую, не очень приятную, и тоже смотрит на вашу реакцию. Смотрит, как вы будете реагировать. В такой ситуации обычно, если, скажем, женщина уже находится немножко, так сказать, на 7 небе от влюбленности, потому что была эта идеализация, слова любви, он подстраивается, своя душа, вот, то вроде кажется, что я буду сейчас портить настроение всем и себе, чего я буду эти вещи проговаривать. Тут важно свои границы удерживать. Говорить, что послушай, ты вот опоздал, пожалуйста, ты не опаздывай. Если опаздываешь, то как-то предупреждай, а так мне это не подходит. Часто бывает, что вот у людей, знаете, таких интеллигентных, получается свои границы выставлять в каких-то серьезных моментах, там, скажем, с начальником, где-нибудь там в присутственных местах, то есть вот там, где есть явный какой-то конфликт, мои интересы ущемляются, я и могу отстоять. А в личном общении, есть вот эта штука, что нужно как-то сглаживать углы, чем мы будем портить настроение, вроде как человек, хороший, чего я буду ему какие-то нехорошие слова говорить. Если вы понимаете, что у вас есть проблема с тем, чтобы сказать нет и как-то вот эти мелкие нарушения границ им противостоять, вы можете обратиться ко мне на консультацию, у меня под каждым видео есть ссылки на соцсети, пишите мне там личное сообщение, мы с вами работаем. Потому что часто бывает так, что вот из-за того, что вначале вы, ладно, я тут уступлю, ладно, я тут потерплю, потом оказывается, что вы вот уже в этих разрушительных отношениях с нарциссом оказались. Четвертый ритуал, который может делать нарцисс, перед тем, как вас сломать, он затягивает вас в зависимость или, другими словами, изолирует вас. Вот вы с ним видитесь, встречаетесь, все же так хорошо, все же на самом деле еще так вот ярко. И вот он говорит, слушай, ты вот сегодня вечером в спортзал собираешься, давай лучше с тобой сходим куда-нибудь там в ресторан, еще куда-нибудь проведем вместе время. Вы думаете, хорошая идея, что, в спортзал не схожу. Или там потом он говорит, ты с подружками собираешься в пятницу встретиться? Не нужно, ты подружек, ты с ними уже встречалась, еще встретишься, давай с тобой вместе время проведем. А потом получится такая ситуация, я с этим часто в терапии сталкиваюсь, что когда вот он начинает уже ломать вас, когда начинается весь этот ад деструктивных
длительных отношений с нарциссом, человек находит себя в ситуации, что все мои какие-то близкие, друзья, как-то я с ними уже давно не общаюсь, и какой-то поддержки особой такой быстрой я получить не могу. То есть он меня изолировал. Пятый ритуал, который нарцисс обязательно устраивает, туда уже ближе к стадии обесценивания, он начинает устраивать эмоциональные качели. То есть вот вроде бы все было хорошо, и тут вдруг вот он приходит куда-нибудь навстречу, и вот какой-то он такой угрюмый, или раздраженный, или какой-то напряженный, и вы тоже начинаете напрягаться, что как-то это с вами связано, не связано, почему такое поведение, откуда. И потом без объяснения причин опять все хорошо вроде бы. Или там вот, скажем, он вроде бы вам первый писал, тут вдруг куда-то пропадает и так вот холодно отвечает на ваши там эти смс-ки, и причем с какой-то паузой. В чем дело? Почему он так ведет себя? Опять же, это связано с тем, что что-то вот произошло между вами или нет. Вы начинаете по этому поводу тревожиться. А мы так устроены, что когда мы по поводу чего-то тревожимся, наше внимание туда все перетекает, формируется такой очаг возбуждения, и вот вы думаете только о нем. То есть вы уже и так изолированы, смотрите предыдущий пункт, а здесь вы еще и умом своим цепляетесь к нему. То есть вы постоянно думаете о том, что с ним происходит. Я часто сталкиваюсь, вот когда клиенты приходят, они очень много времени говорят о другом человеке. Не о себе, а вот о нем. Вот он так себя ведет, он такой непонятный, он такой неясный, наверное, с ним то, наверное, с ним вот что-то, вот какие-то домыслы. То есть все внимание уходит к нему, а нарциссу это и нужно. Он находится в отношениях с человеком, который полностью только и думает о том, что с ним происходит. Он такой вот человек-загадка, а ты пойди его там разгадай. Поэтому, если вы находитесь в отношениях, где вот вы начинаете встречаться с другим человеком, вам вроде бы как бы и хорошо, но уже становится как-то немножко тревожно. И здесь есть вот эти вот 5 ритуалов. Это завоевание, то есть идеализация, отзеркаливание, прощупывание границ, изоляция и эмоциональные качели, то это означает, что, скорее всего, вы находитесь не в отношениях, а в игре. И это игра, где не вы играете, а вас играют. Поэтому очень важно понять, зачем вы находитесь в этих отношениях, какая ваша цель нахождения в этих отношениях. Если у вас возникают какие-то вопросы по этому поводу, вы можете написать их в комментариях. Я по возможности постараюсь ответить на эти комментарии. Также, если вы хотите разобрать собственную ситуацию, опять же напоминаю, можете написать мне личное сообщение. Мы сможем с вами поработать в формате онлайн-консультации. Иногда нужно расставить акценты для того, чтобы все стало ясно. Не всегда терапия должна быть длительной. Хотя бывает так, что нужно какое-то время уделить для того, чтобы проработать какую-то проблему. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк. Я смотрю, какое видео набрало больше лайков. И, собственно, пишу продолжение таких видео. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких. И до встречи в следующих выпусках.